Хей-хей, всем привет! Вы на канале Пайперсу. И сегодня у нас наконец-то еще один выпуск рубрики «Ваши арты в моем стиле». Я по этой рубрике соскучилась. Будут не только рисунки, но и такие темы, почему этого выпуска не должно было быть, и ответы на вопросы, как попасть в данную рубрику. Так что давайте уже сразу начнем. Арты я брала из альбома в группе ВК, куда вы скидывали свои работы. И первый арт, который я буду перерисовывать, был от Twinkle Greenfield. Работу я заметила еще в апреле. Тот месяц почему-то вышел русалочным. Многие художники рисовали русалок, и я в том числе. И вот, как только увидела этот арт в альбоме, то все поняла. Нужно снова вернуть эту рубрику. Ибо работа завлекала изгибами данного скелета. Болотистые цвета, нотки мрачности, это все западало в душу. Поэтому автору спасибо за арт, и вот вы можете наблюдать за тем, как я делаю его в своем стиле. Немного отойдя от темы рисунков, хочу сказать, что этого выпуска не должно было быть. В прошлом видео я просила набрать 5000 лайков, но, видно, вам стало неинтересно, поэтому собрать не смогли, и о рубрике я решила забыть. Но, однако, так как ваши работы начали меня вдохновлять, я все же решила дать этому формату еще один шанс. Но в этот раз не 3 рисунка будет, а 2. Думаю, это справедливо. Если соберем 5 лайков, то продолжим. Не соберем, то буду выпускать что-то новое или совсем попрощаемся с моим голосом. Потому что я его все еще недолюбливаю, но какое-то желание с вами общаться заставляет меня все еще это снимать. Также, как насчет того, чтобы я уже перерисовала свои старые арты? Дайте мне знать об этом в комментариях. И, пользуясь случаем, прошу вас подписаться и поставить колокольчик, мой дорогой, если еще не подписан. Ведь следующим по списку выходит анимационный меме. Вы ведь не хотите его пропустить, я надеюсь. Вернемся же к рисунку. Надеюсь, вы не против, что я довольно-таки много поменяла. В своей работе я хотела поменять перспективу и показать, что данный русал выплывает из водорослей в нашу сторону. Тем самым именно выделить лицо и увести куда-то в полумрак тело. Добиться более мощного эффекта атмосферности. От этого пришлось совсем поменять позу, ведь, как вы можете заметить, в оригинале хвост еще и виден снизу. На само строение скелета не советую вам смотреть, я его делала без всяких референсов, лишь на память, поэтому может быть много ошибок. Тратить время на анатомию и строение – это совсем не мое, я больше фанат покраса и скетча. От этого я долго за кадром мучилась с правой рукой этого персонажа, меняла по-разному, прорисовывала, но все было не то. Если бы убрала руку, то было бы пусто, если бы оставила, то смотрелось бы неправильно, сломано что ли. Поэтому я все же вспомнила немного про анатомию и поняла, что все это неправильно, рука не должна там никак находиться, и я ее убрала. Сам покрас сделала более холодных оттенков, так как холодная гамма моя любимая. Воспользовавшись одним из крутых референсов, я также решила, пусть вода будет светлее, а растение увести в тень, и тем самым обвести темным силуэтом изгиб нашего русала. И надо же, самый конец спидпейнта у меня не записался. За кадром я лишь поработала со светом и сделала пузыри, чтобы не смотрелось так пусто. Ожидала от себя чуть больше атмосферности, но однако 4, думаю, я заслужила. Особенно за покрас хвоста. Еще раз спасибо автору оригинала, и теперь переходим к следующей работе. А следующая работа от Кристины Соколевской «Девочка-космос». Причина, по которой я взяла именно данный арт, это то, что космос – неотъемлемая часть меня. Я его обожаю, восхищаюсь им. А здесь еще и такая милая девочка. Ну как такую работу не взять? Поэтому спасибо автору за его работу. И вот я уже начала делать его в своем стиле. И чтобы немного разбавить диалог о рисунках, я переключаюсь на пару вопросов, которые вы мне задавали. Первый вопрос от 5 точки, и это: какой принцип выбирания арта на перерисовку? Ну, если по стандарту для всех художников, это, конечно, качество. Не качество ваших навыков, а именно качество формата. К примеру, если вы рисуете в традишке, то фотография должна быть четкой и желательно не под углом. Если же в диджитал, то также смотрите за тем, чтобы скинутый формат работы был большим и не со съеденным качеством.
Также главный акцент художники делают на то, что хорошо ли прочитываются ваши персонажи. Например, если персонажи в тени или расположены далеко, то художник не сможет взять такую работу на перерисовку, ведь не понимает, как выглядит ваш персонаж на данной работе. В таких случаях лучше всего в комментариях под своим артом скинуть и референсы вашего персонажа. Сейчас я рассказала о художниках в целом. Если именно судить по моему вкусу, то мне, конечно, нравятся работы с какой-то историей, композицией. При этом я не люблю детализировать. Мне хочется зацепиться именно за какую-нибудь деталь и ее показать так, как могла бы я в своем исполнении. То есть, если вы скидываете только персонажей как референс, то я вряд ли их нарисую. Особенно люблю, когда художник рассказывает о своей работе. Что вы испытывали при ее создании? Какой главный акцент в вашем арте? Мне интересно прочитать о ваших картинах, так что обязательно рассказывайте о своих чувствах к работе. Прочитаю у всех. А второй вопрос от Анны Бирючковой. Могли бы дать какие-нибудь советы художнику той работы, которые вы взяли для рубрики «Ваши арты в моем стиле»? Ох, дорогие, советы я дать не могу. Нам всем есть к чему стремиться, нам всем есть к чему научиться. Но я не могу знать, к чему стремится именно автор работы. Просто представьте. Художник стремится достичь, к примеру, акварельного покраса. Он желает видеть, как краски на его холсте разливаются и переливаются между собой, создавая новые оттенки. А ему в это время каждый человек советует: подучи анатомию, рисуй в полный рост и хватит рисовать только тяночек, давай каких-нибудь дедушек. Поэтому-то я не могу ничего советовать, вы сами знаете, чего желаете. Все, что я могу вам сказать, это наслаждайтесь рисованием. Вы в любом случае не будете топтаться на одном месте. Когда-то вы сами поймете, что желаете подучить что-то новое. Кто-то захочет пойти в художественную школу для обучения, а кто-то пожелает узнать о интересных художественных приемах у своего любимого YouTube-художника. Вот такое вот у меня видение на этот счет. А сейчас снова вернемся к моей работе. Хотелось изобразить маленькую, милую девочку, покрытую большим количеством сияющих звезд. У меня по желанию было сделать не рисунок космоса на платье, а передать это как что-то действительно часть космоса, живая, мерцающая и в постоянном глухом движении. Вместо тумана я все так же продолжила космическую тему и изобразила девочку уже в космической пыли настолько, насколько смогла. И вот опять я увела персонажа в синюю темную гамму. Холодная палитра, вы помните, она мне нравится. Ну и главным акцентом сделала звезду на голове. Самый яркий объект, который говорит нам взглянуть на это милое пухлое личико этого чудесного персонажа. Спасибо автору оригинальной работы. Я помучилась с данным дымом, помучилась с позой, но рисовать планеты и звезды – это для меня рай. Спасибо еще раз двум работам в этом выпуске за то, что меня вдохновили. Меня также и вдохновляют работы других художников из этого альбома, но вы понимаете, всех нарисовать не смогу. Я рада была для вас стараться и надеюсь, этот выпуск вам понравился, ведь на это видео ушло много сил, как и всегда. Наслаждайтесь рисованием и хорошего дня, мои дорогие!